Всем привет, ребят! Вы на канале Маргулица. Мы сегодня продолжаем, вернее уже заканчиваем проходить Данте Инферно. Собственно, мы остановились на круге лжи. Я так понимаю, до конца осталось не очень далеко. Я думаю, в этот раз мы уже надаем по жопе Люциферу и заберем душу своей женщины, девушки и так далее. В принципе, что? Поехали проходить. Тут недалеко, так сказать. У нас есть какой-то план, и мы будем его придерживаться, как говорится. Так, Прощать или карать врагов, чтобы получить опыт святости или порока. Все непременно. Так. Ну, поехали по прямой. Куда что ты еще-то? Игра-то коридорная. Сеятели раздоров. Худшие из обманщиков — это те, кто сеет зло и разногласия между теми, кому должны доверять. Угу. Я понял. Тут опять, короче, будут задания сейчас. Ну там, убить того-то за 10 секунд, подкинуть в воздух. Почему именно сейчас эти задания, мне так и непонятно. По идее, это по прохождению, ну, по мере прохождения игры всегда это делалось. Ну ладно. Одно комбо. Убейте всех врагов, не сбрасывая счетчик ударов. Бонус. Пройдите менее чем за минуту. Ну давай попробуем. Испытание провал. Плохо. И все сразу же. Зашибись. То есть мне удар нельзя получать ни один. Прям очень аккуратно получается. Тихо. Все, он задел меня. Это, я так понимаю, мне минуту надо продержаться. Прям не получаю урона. Ну да, задачка. Так чё, почему? Я вроде не получал урона. Странно. Прям разматывают самым сильным ударом. В смысле? Не сбрасывая счетчик ударов. Давай так попробуем. Прям вот бонусом попробуем. Секунд. А что делать, если враги кончаются? Да что ж такое? Да, я понял. Сколько у меня времени до сброса счетчика удара? Тихо, блин. 20 секунд я жил. А надо 50. 60.
Тут же. Но урон вообще нельзя получать. Урон получаешь, сразу же счетчик сбрасывается. Да дело в том, что тут как раз еще надо между врагами очень быстро перемещаться. Надо так рассчитывать, чтобы от одного к другому перемещаться настолько быстро, чтобы, убив одного, у тебя была возможность перемещаться сразу же до другого. Блин. То есть от одного к другому. Желательно как-то по кругу. И так минуту их надо бить. Да. Да что ж такое? Давайте. Все. Он меня ударил. В принципе, можно время немножко потянуть, пока ты лупишь большого, ну, жирного оленя, рогатого и так далее. Прям на них можно немножко сэкономить. Но нет, не лупи меня. Сейчас счетчик слетит, давай бегом. Да, и подбрасывать в воздух этих идиотов не такое уж легкая была задача, это еще сложнее, блин. Да. Блин. Хотел попробовать, чтобы одновременно их лупить и потом еще отстреливаться до кучи крестами, но нет. Тоже не вариант. Походу. Ну ладно. Смотри, как время бежит. Но как только я серию начну удара, сразу же у меня время. Давай хотя бы до 20 секунд продержимся. Доброго времени суток. Привет, Вольфуд. Так, давай поехали так. Хитрим немножко на этом испытании. Я не знаю, я его выполнил или нет. Скорее всего. Иди ты нахрен. Все. Испытание провал. Че надо-то, я не пойму. Надо целую минуту все равно, короче, да, их мутузить. Печально. Хитрить, короче, не получится. Ну вот он просто сейчас резанул, пока я других мочил, и все. А если ты комбо начинаешь, у тебя уже рывок не получается в сторону.
А, блин. Я вот не понимаю, нахрена мне эти проходить испытания это вообще? Пойдите еще менее чем за минуту. Я, может, что-то не врубаюсь, я не знаю. Может быть, как-то надо это по-другому комбо продолжать. Ну куда, блядь, еще беспрерывнее-то их херачить, я не понимаю. Да, блядь, он режет тебя и все, тут смотри, какая падла. Одно комбо. Убейте всех врагов, не сбрасывая счетчик ударов. То есть не получая урона. Окей, пройдите менее чем за минуту. Странно, от этих я что-то получил урон. Как это работает вообще, я не понимаю. Странно, но окей, короче. Я думал, что это по-другому проходится. Сколько таких испытаний я вообще должен пройти, интересно? Так, R1, да, окей. Поехали вниз. Сейчас опять, да, вот надо будет где-то падать. Уже нет. Доктор, где я? Вы такой красивый король, отец мой. А, это ты? Это ты всего лишь. Афродита почему-то заставила меня гореть в этой похоти. Кстати, ну у нас тут поровну. Давай ее, наверное, посмотрим. Как согрешила, смотря насколько. Мира, дочь короля Ассирии, которая находится в аду наедине со своим безумием. Она сменила облик для соблазнения собственного отца. Инцест. Инцест. Давай простим. Я сегодня добрый. Давай прощаем ее. Подумаешь, тетка позабавиться хотела. Может, она даже не это имела в виду. Конечно, не подумайте, я не сторонник инцестов и так далее. Просто, по большому счету, мне без разницы, что с ними делать. Ты чё? 530, ну стандартненько, где-то в районе 20 ударов получилось. Так, говорит, улыбнулся мне, о боже, аминь. Все, раздали тетке свет. Здоровья тут не надо. Давай сохранимся. Хотя бы. Прежде чем заходить, надо еще убедиться все-таки. Фальсификаторы. Последняя канава. Ниже находятся подделки. Чума. То есть мошенники. Не думал, что мошенники так глубоко в аду. Ну окей. У Данте было другое представление, видимо, о них. Ну, видимо, я имею в виду то, что у Данте Алигьери. Так, тут дважды нужно прыгнуть, и опять какое-то испытание. Это уже, если я не ошибаюсь, где-то 9-е, что ли, будет. Ай, подгорел немножко. И опять подгорел. Ни хрена меня снесли половину. Просто половину.
Ладно, сейчас мы на мобах. На мобах наберем. Тест выносливости. Убейте всех врагов. Бонус. Пройдите меньше, чем за 5 минут. Это мы надолго. Будем их 5 минут колбать. Хочу смеяться 5 минут. Такое было в советском фильме. Кстати, вот я смотрю, что уже новых мобов не дают. Я этот со щитом. А нет, он не достает свой щит. Поэтому мы ему так по жопе надоем. Прям какая-то вакханалия. Давайте все сюда. О, подорвали. О, летающие пошли в ход. На. Иван цвета немного. Жаргяй. Здрасте. Мы его вот так. Блин, вот этот чувак летающий всю картину портит. Есть там еще кто? Кто по полету? Ну, конечно, прикольно, то, что он держит прямо их на расстоянии, так что будем продолжать этим заниматься. 75. Че, я думаю, нет, до сотки не получится догнать, походу. Томба, да, не получилось, я его прорвал. Раздаем, выгоняет свет. Давай вот так еще. А мы по ярости прикольнемся. Рейс. А не иди. Вот эти демоны прикольные, которые большие, с крыльями. Красота. Так, вот этого надо со щитом первым делом завалить. Да, он опять. И опять сбросил шкалу. Было бы забавно соточку комбо наколотить. Не знаю, получалось ли у меня такое. Тихо, тихо, ну куда ж ты? Не в ту сторону, он свет раздает. Гордсель работает не так, как хотелось. Еще 2 минуты. Блин, что за бред? Он почему-то мочит вниз, хотя надо вверх. Я подпрыгнул. Раздаем свет. Вы появитесь, нет? Да. Ну и парочку осталось. Все, другого вывели на чистую воду, так сказать. Оп, и последний. Все, козлы пошли. Хрюкает еще. А мы им свет раздаем. Кстати, это какой-то буйный. Я таких, по-моему, не видел еще. Еще буйный. Тихо, тихо. Спокойствие, ну. Да, я таких не видел еще. Опа. По крайней мере, что-то я такого не могу вспомнить. Мужика. О, R2, ну давай. Прощаем его. Все, возьми свет. Вот так вот. Испытание успех, бонус успех. Я думаю, даже можно качнуться по этому поводу. Ну давай там вот последнюю штучку вот эту купим. Магия мученическая, там смерть. Да, вот здесь.
А, не хватает чуть-чуть. Но это не беда. Так, по идее, все. Мы на этом какого? Круг лжецов и так далее. Обманщиков, мошенников. Всех уже, по идее, закончили. Беатрис? Прекрати. Я столкнулся со всеми своими грехами. И готов забрать тебя домой. Все твои грехи? Не думаю. Посмотри в 9-й круг ада. Посмотри в темный, холодный круг предателей. Да, предательство по Данте Алигьери самый жесткий грех считается. Боже правый, кто же ответственен за все это? Позаботься о моей сестре. Я несу ответственность. Сдернуть его. Приготовиться выступать. Когда благородный Саладин узнает об этом из версии, он поведет в атаку войска преисподней. Беатрис, я защищу тебя. Так-то так. Ты осудил моего брата на смерть за твое преступление. Как ты ответишь за это вероломство? Эти странствия мне многое открыли. Мое место здесь, в аду, а твое в раю. Мне действительно жаль за все то, что я сделал. Ну, хоть покаялся. Думаю, однажды ты меня простишь. Живота проси у боярыни. Пес смердящий. И ее заодно причастили. Беатрис? Ты справился, Данте. Хотя и сейчас ты можешь этого не понимать, ты спас больше, чем эту невинную душу. Поскольку твоя роль в продолжающемся сражении более важна, чем ты можешь себе представить. Не понимаю. Твое искупление близко. Постой, я должен позаботиться о ней. Я так далеко зашел. Поверь мне, ты увидишь ее снова. Ну, раз ангел заверил, значит, значит, увидим. Чё ж нет-то? Получается, что? Беатрис мы спасли и погнали дальше. Надирать в жопу Люциферу, но сначала нужно круг предателей пройти. Вергилий, старый знакомый, здорово. Попевший вперед, Данте. Финальный круг близок. А, поспеши вперед. Финальный круг близок. Что-то персонажа там возле него заглючило, он начал крутиться на одном месте. Что это за город раскинулся впереди? По причине того, что ты пронзаешь тьму издалека, ты блуждаешь в своем воображении. Когда спустишься ниже, ты четко увидишь, как чувство вводится в заблуждение. Расстоянием. Это не башни, это гиганты. Я пока не вижу ничего. Фейт, расскажи мне об этих гигантах. Одного из них зовут Нимрод, строитель Вавилона. По причине его величайшего греха в мире разговаривают не на едином языке. Как познавательно. А остальные? Гордые эфиалты, испытавшие свою силу на Юпитере, и Антей, будучи однажды неуязвимым сыном матери Земли. А вот последнее предложение что-то я вообще не понял. Ну, Антей, ну и Земля. Как говорится, айда Пушкин, айда Цукинцин. Хвала веселым монахам, да хранит всех нас... Что? Ну, хранит весьма нас Господь, да? Пресвятая Дева Мария. Так, вот этого мы, да, покараем.
Фра Альбериго. Предатель своей семьи и страны. Он сидит в самом низкой круге ада. Он убил собственного сына ради отомщения. Ну, там, по идее, надо бы нюансы рассматривать, при каких ситуациях он своего сына-то завалил. Ладно, караем. Я всего лишь монах. Будь проклят, грешник. Кстати, если ты находишься в аду, ты караешь грешников, куда они попадают? Растворяются в небытие? Как бы ниже-то уже все равно, ну, не опуститься. Ля какой. Исполин. Так понимаю, тут быстро надо, да, пробежать? Ну чем тебе не God of War? Здоровенные мужики на тебя дышат всякой штукой. Стой, а это можно побить? Я хотел ударить по нему. Ладно. Мы тут недалеко. Я думал, там по глыбе льда надо лупить, а нет. Там просто надо чуть дальше проползти и все. Пока летел, заветил. Сейчас мужик перегаром продышится, надо подождать. Да. У меня примерно такое же бывает, когда я дня 2 бухала. Эй. Пчелкам надо раздать света немного, а то они что-то борзые. И меня сносит. Но он не наносит урон, он просто сшибает платформу. Да, добьем его. Оу! Пока я заканчивал комбо на одном, меня долбанул второй сбоку. Молодцы. Просто шикарно. Надо бы, наверное, где-то к серединке, да, лучше держаться. А вот этих почему я не могу скинуть? Вот прямо издалека можно их лупить, чтобы они особо не деформировали мое положение. Смотри, он кидал в пол, а я, блин, был в воздухе. Надо еще раз посмотреть эту анимацию, как это происходит. Он почему-то стреляет в пол, а меня в воздухе отбрасывает, как будто я на нем стою. Несправедливо. О, у меня третья полоска этого появилась. Ярости. Тихо, 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 тихо. Чего? Аккуратненько. Да не дышите своими этими штуками. А наверх я могу подняться? Держись. Надо еще раскачиваться. Ай-яй-яй. Оп. Все, зацепился. Тихо, подожди. Наверху надо посмотреть, что у нас. Может, что-то есть? Вот, пожалуйста. Вот и секретики. Секретики, как говорится, пистолетики. Король Артур мой настоящий отец. Мама, почему ты утаивала это от меня? Так, давай последнюю здесь вот типку эту купим. Буря похоти приобретено. Обладает повышенной радиусом и блокирует дальнобойные атаки врагов. Ну это щит, это понятно. Так, мы этого будем карать, наверное. Мордред.
незаконнорожденный сын короля Артура, предал своего отца и господина, обратив свой меч в сражении против него. Но убийца отца, мало ли какие у него были мотивы. Давай, прощаем, короче. Пусть свет возьмет. Я думаю, если король Артур, это... Если король Артур имеется, британский имеется в виду, тогда я бы еще задумался, настолько ли он безгрешен. Эй, парочку уже пропустил. 22, ну стандартненько так. Стандартненько, 20-ничек мы набиваем. Все, прокачалась праведность. Крест будет, наверное, лупить сейчас от души. Так, ладно. Ну что ж ты, старичок, а где я сейчас очнусь-то? Ну, хорошо. Я понял. Ну, по-моему, бонус мне хотя бы засчитали. Давай, раскачивай. Посильнее, ну что ж. Нет, слушай, мне этого прощенного мужика не засчитали. Придется заново. Да-да-да, мы его прощаем. Блин, ну это время занимает. Сорян, конечно. А когда караешь их, то этот какого? Мини-игру лобать не надо. То есть карать проще, чем прощать. А, пойдет. Даже лучше, чем в прошлый раз. Да, я понял. Попозже, короче, прокачаемся. Сейчас надо сначала вот это вот дело, блин, научиться проходить нормально. Нашли тут тоже мне принц Персии. Так. Он так вниз прыгает. Держать. Короче, надо отпоры. Ох ты падла, а. Перегающим своим надышал на меня. Ты смотри, какая сволочь. Короче, караем этого мужика. Анимация срабатывала без веревки. Он пополз почему-то по глыбе льда. Вообще, мы его караем, а следующего просто прощаем. Потому что по 200 раз это что-то не очень хочется проходить. В более спокойной обстановке будем прощать. Че, еще ниже?
this from me. I killed Arthur to Ладно, край. no. А коса, получается, еще меньше была прокачана. Так, пока он дышит, короче говоря, он меня не может скинуть. Оп. Твой перегар, короче, ничто против моего конг-фу. Да, посмотрим, что там наверху есть. Может, опять какие ништяки? Нет, наверх никак. Шли вниз. Тудым, сюдым. Вот опять обзор великолепный просто. Половина не... Эй, куда вы меня тащите, демоны? Предательство. Мост будет рушиться, я так понимаю. Здорово, Вергилий. За предательство любви и веры, управляющими природой, в самом центре вселенной, в обители самого дьявола, каждый предатель будет гнить вечность. Ну да. Что вызывает холодный ветер? Узрвиджедис, императора скорбного царства. И посмотри, это то место, в котором твоя стойкость должна окрепнуть. Ну, наверное. Хозяин, мы можем поговорить снова. Соберись силами для последнего боя. Не думай обо мне. Если ты победишь, я увижусь с тобой на другой стороне. Ну, то есть Беатрис душу-то забрали, а надо же самому теперь выбраться из ада. Окей, ну по идее вообще вот круг ада в том же самом мультике был описан не так. Ну как бы он его чуть-чуть вообще, самый короткий, наверное, промежуток был в мультике. Это вот был круг, круг предательства. Да. Ну, я понял. То есть надо по краешку идти. Так, вот там вот я тоже вижу, как пройти. Кажется. Ну, приблизительно я понял. Музыка с начальной заставки играет. На цыпочках такой чик-чик. Так, воришка, быстро. А подпрыгнуть нельзя, бежать тоже. Так, потом вот здесь чуть-чуть правее даем. Можно задерживаться на некоторых. Хорошо. Сосредоточенно прям надо все это дело. Тихо. Не сюда, и не сюда, и не сюда. Но он же зацепился, я видел. Так, надо запомнить, что там прям вообще надо с правой стороны обходить. Ладно. Тут по краешку. Право даем. Потом здесь посередине. Дальше опять посередине. Ну вот так. Так, вот вообще по краю надо. Перекурчик небольшой. Я понял. Там тоже сейчас будет рушиться. Ай-яй-яй-яй. Так, осматриваемся. Где-то тут, я думаю. Да, вполне. Даман 72. Тихо. Привет, а как замечательно?
Привет, Homecoming. Сначала... Тихо, я не успею, он сейчас упадет. О, нифига, он теперь задержался, круто. Ты имеешь в виду про Silent Hill? Silent Hill сначала будет Origin. Он сейчас записывается у меня. Потом будет Homecoming. А потом Downpour. Подожди. Origin, потом идет у нас, получается, Shattered Memories. Origin, по-моему, потом Shattered Memories, потом Homecoming, потом Downpour. По-моему, как-то такая последовательность. Но я прохожу по порядку, как они игры выходили. Я понял, не сюда. Ты прям хочешь посмотреть прохождение Homecoming? Ну вот из оставшихся частей, в принципе, вот мне тоже больше всего интересен Shattered Memories, потому что я вообще ее не видел. Даже не пробовал играть. И Homecoming тоже. Как-то Downpour такое. Не особо стремлюсь, но все равно, раз уж взялся, буду проходить. Это обязательно. Тихо, тихо, тихо. Команд 72. Я ее пару раз начинал и бросал. Я, по-моему, тоже то ли один, то ли два раза начинал Homecoming. Downpour тоже я, по-моему, один раз начинал, тоже забросил. Shattered Memories вообще не видел. 72. Но пройду обязательно. О, все. Наконец-то. Серия это прикольная. Я думаю, надо вот всем играм уделить внимание, потому что, ну, прям вот некоторые очень клево сделаны, с хорошим сюжетом. Silent Hill у нас как бы достойная вся серия. Какие-то части чуть лучше, какие-то чуть хуже. Ну, допустим, самые клевые на данный момент, то, что я прошел, это вторая и третья. Первая мне так... Ну, она как бы классика, это типа знать надо, но мне вторая и третья больше всех понравились пока что. Так, граф Уголина, итальянский дворянин и командир флота Ю. Равно соглашаясь с гельфами и гибеллинами, он настолько часто менял свою преданность, что привело его к заключению смерти от Господа. Он типа перебежчиком, что ли, считается. Ладно, давай прощаем его. 72. Переиздание бы сделали как с Ризиком, я бы все прошел. Да, мужик, я стопудово тоже как бы вообще очень жду переиздания, но что-то там заикались по этому поводу, но это, мне кажется, еще не скоро будет. Я бы прям вот первые 3 части ремейка бы глянул, вот как Resident 2 бы сделали, вообще было бы с копыт просто. Первые 3 части прям очень требуют ремейков. Ремейков или ремастерит. Лучше, конечно, ремейки. Так вот, да, то, что трендят, а толку-то никакого. Команд 72. Они уже сколько лет об этом трендят. Трендят. Да, не помешало бы на самом деле. Да, в принципе, неплохо было бы вообще, в принципе, вот все части нахрен. Просто сделать антологию, вот все. Было бы очень клево. Ну ладно, если не хотите антологии, хотя бы первые 3 части сделайте, подкорректируйте графон, там, управление и все такое. Может быть, даже некоторых мобов вы переписали, там, добавили бы каких-нибудь мобов. Вообще бы игра заиграла вообще другими бы красками. По крайней мере, вот, допустим, первая часть. Вторая, вот, все жалуются то, что там порт на ПК кривой, то, что играть тяжело в него. Я поэтому и проходил его на второй плойке. Третья,
уже гораздо лучше эмулируется и портируется и все такое, так что третья самая такая оптимизированная более-менее. Четвертую, 10-я винда не хавает. Сколько я пробовал, нормально ее не запустить, четвертую часть, поэтому пришлось тоже на эмуляторе проходить. Origin, чтобы запустить на эмуляторе, тоже пришлось с бубном поплясать. В общем, беда. Так, надеюсь, я все правильно сделал. Роман 72. Ну, по типу Ризика, я уверен, ажиотаж будет не хуже, чем у Ризика. Да запросто. Запросто будет ажиотаж. Так, я так понимаю, это у нас Люцифер? Сатана? Ты ли это? Да, это он. Причем я думаю, то, что пока они, наверное, не делают те же самые ремастеры или ремейки, скорее всего, там либо у Team Silent какие-то проблемы с правами, либо вообще какая-нибудь беда. Роман 72. Лады, хорошего стрима, я по делам. Угу, давай, счастливо. Хороших дел, как говорится. Я целую вечность ждал освобождения. А так ему можно напихать? Вот просто крестами. Да, слушай. Причем у него что-то как-то быстро жизнь уходит. На подозрительность. Я уже что-то здоровье снес. Воу! Тихо, будь, мужик. Угу. На смерть не попадаемся, я понял. Да, только в таком положении я могу ему урон наносить. С косой там нахрен вообще делать нечего. Не вижу, где смерч. Ага. Блин, но все равно он меня поймал. Походу он психовать начал. Люцик, ну ты не психуй. Сейчас все будет. Так. Да, я не успею, наверное. Да, я же не успею. Давай понапихаем его немножко. Короче, примерно он мне половину отнется, я его. Люцик, ты готов принять кару? Аккуратно. Ай-яй-яй. Какие-то огни еще начал выпускать. Атаки меняются. Давай, ему чуть-чуть осталось. Что ты, больно? Данте, ты самый лучший. Многие не справились с испытаниями. Отважный Одиссей, Александр Великий, Аттила, Ланселот. И лишь у тебя достаточно темная душа, чтобы освободить меня. А там в брюшке маленький дьявол. Они как матрешки, короче, будут там размножаться. Но я же сказал, что там маленький сатана. Я отдал душу во спасение Беатрис, не тебя. Ты и правда думал, что все дело в девушке? Она была лишь наживкой. Ее душа теперь свободна. Остались ты и я. Приди за мной, святой воин. Иди и встреть свою судьбу. Псих какой.
А, ну на здоровье одинаково. Imagine what it means to be free. Теперь в таком, да, надо обличить. Короче, люцику навалять. Бля, я ничего не вижу. Бля, какой. Ну давай поближе. Что-то я его крестами, а он меня не это, а я ничего не вижу. Ну давай так ему. По рогам надоел. Не, ну слушай, от него как-то отхилиться можно. Я потому что только что получил немного жизни. Давай, раз уж ты в воздухе, я тоже в воздух буду залезать. Ну, мужик, камон. Куда-то он так целеустремленно топает. Да я не вижу ничего. Нахера он набускивает. Лютый чел. Пол здоровья просто как скупта у меня. Вспышка света, конечно, беда полнейшая. Я не вижу с них ничего. Нигде он находится, никак он атаки творит. Жизни не хотите дать? Ну, немножко жизни. Ай-яй-яй-яй. Я думаю, стоит ли его подпускать близко к себе? Тут какие-то мегавзрывы. Вау. Вот бешеный какой. Foul human! My supremacy! Ну, в этой фазе у него побольше уже здоровья, явно. Я его сколько долбаю уже, а у него только даже половину не снял. Половину снял, примерно. Все, отходим. Приблизительно атаки ясны. Оп. Не, ну хорошо, что с него здоровье хоть иногда выпадает. А то мне, походу, его не завалить так. Бум. Не, что-то он выносит. Погоди, тут какие-то круги горят, и получается круг света. Подожди, может быть его в круге, в каком-то определенном кругу, когда он находится, надо лупить его определенным оружием. Да? Есть такая идейка у меня. Ты посмел напасть на меня? Ты, совершавший поступки, done far worse than I. худшие, чем я. For my fellow Я angels, терпел за своих ангелов, за справедливость, then he made а потом он сделал тебя по своему подобию. you Ты the flawed creation. бракованное создание, и мне пришлось поклониться тебе. Ой, я видел пенис от сатаны. Там здоровенный лбу, вы видели? Благодарю тебя за то, что ты разорвал цепи Джудека. Ты, болван, смотри на свой крах и мой побег в царство Kingdom of purgatory. чистилища Paradise. и рая. Why, Father? Кстати, у меня жизнь не пополнилась. Я могу его к себе притягивать, что охренительно сокращает расстояние. Кстати, снова показывают пенис дьявола. Я прям вижу, как он болтается у него. Feel the pain I have felt. Это нормально, интересно? Ну-ка, давай еще немного цвета. Не, у него защита прям. Я смотрю, что у него защита. Оу-оу-оу. Хрена он лупит.
Придется скатывать мочи. Да все, он уже почти тепленький. Remember the war in heaven. Вспомните войну на небесах. Вспомните восстание. Вскоре мы все увидим конец вселенной. Теперь еще по платформам скакать. Зашибись. Так. Прожимаем кнопочки прям вовремя. Ай! Не те кнопочки прожимаем. Так, раз, два, три, 4, 5. Так, одна сторона, вторая, квадрат. Все, дьяволу предлагаем свет. И все, и Люцик взорвался. Ярко. Все, по идее, финальный босс закончен. Wait. Постой, есть еще одна последняя небольшая деталь, которая будет для тебя знакома. Ну, то, что его убили. Не может быть. You're dead. Ты мертв, Данте. Ты никуда не сможешь уйти. Ни одна душа You can't go anywhere. Not a single soul may leave this не может покинуть это место. is forbidden Это запрещено самим by him. Богом. Короче говоря, меня тошнит от тебя. Sick of you. I will reclaim. Я восстановлю свое праведное место в раю. Мой путь будет вымощен грехами людей. Sins of А твои грехи, Данте, станут основой Dante shall be the best моего возвращения. И все то, что было хорошего и светлого, shall be gone. исчезнет из вселенной навсегда. Not yet. Пока нет. Я собрал много душ в этом паломничестве. Душ, которые я освободил из ада. И вместе у них теперь достаточно сил, чтобы освободить меня. Отец, мать, братья, простите меня. This power, Dante. Это сила, Данте. Мы можем воспользоваться ею вместе. My friend. Ты и я, друг, подумай о том, чего бы мы достигли. Я бы этого не делал. Данте, я могу воссоединить тебя с Беатрис. Вместе мы могли бы править 3 царствами загробного мира. It's not gone. Это не должно случиться. То есть, я так и понимаю, очищенными душами замочили дьявол. Отправили его обратно в оковы. И он будет запечатан. Ну, как обычно. А че он двигается еще? Ладно, он потом, наверное, замерзнет чуть попозже. Все,
Голенький. Данте. Снова появление сисек на экране. И пениса. И руки волосатые. По-моему, то, что вот он себе вышивал на этом, как он, на груди, она выгорела у нее. Ну да, выжжена. I did not die. Че мать родила? Я не умер, и я не жив. Все. Оторвал свою наклейку. Бумажонку. Со своими грехами. Продолжение следует. Но, как мы знаем, поздравляем, вы открыли новый режим Врата Адской Арены. Посмотрим. Открыли инфернальный уровень сложности. Вы открыли новый костюм для Данте, Данте Крестоносец. Открыли особый видеоролик создания младенца. Открыли режим воскрешения. Пройдите все 9 кругов ада со своими улучшенными способностями. Хотите ли сохранить? Да. Пускай где-нибудь здесь и будет. Собственно, вот она, такова игра. Ну, как я понимаю, то что концовка тут одна. Данте спас сначала Беатрис, а потом, собственно, свою душу. Не пошел на сделку с дьяволом и все такое. Но, в принципе, что сказать. Игра типичный слэшер. Игра прямо очень похожа на God of War. Прямо вот на первые 3 части. Много оттуда взято. Ну, за сюжет взят мультик, книга, поэма «Божественная комедия» Данте Алигьери. Но, в принципе, игра хорошая. Она играется отлично. Это хороший представитель слэшеров, если как таковой рассматривать. Сделано тоже на ура, как бы. Разрабы, молодцы, все круто. Так что, ладно, дальше. Смотрим, что у нас есть. Врата ада. Да, посмотрим. Так, тень Люцифера. Ну, это всякие картинки у нас тут. Забавно. Про Данте, но это история самого Алигьери, автора Божественной комедии. Так. Трейлер, загружаемый контент, ролики. Давай в Врата ада. Врата адской арены. Победите волны врагов за отведенное время. Бонусы времени начисляются за завершение волн. Отсутствие урона и покарание или прощение врагов. Загрузите игру, чтобы перенести параметры и способности. Это тут. Кстати, я игру за 6 часов прошел. Так. Выбрать костюм. Ад. Данте несет грехи своего прошлого в оригинальном костюме. Крестоносец. Давай попробуем побегаем с крестоносцем. Данте носит свою форму крестоносца. Чем мы голышом-то будем бегать? Давай попробуем так. Ну, по-моему, мне не условия, ничего такого особо не дают, да? Просто лупи себе и лепи. Получен бонус, времени что там? Неприкасаемо и какая-то фигня. Хорошо. Волна 2. Не попал.
Ну пока волны коротенькие, это понятно. Волна 3. Мне интересно просто, что за это дадут. Эй, молодые люди, рассатитесь немножечко. По-моему, я урон получил, да. Я вот прям вижу. Мне время добавляет. А потом, когда во время боя, у меня его забирают. То есть, чем быстрее я их разваливаю, тем лучше. Я понял. Надо бы их, наверное, покарать еще. Да, 30 секунд почти добавили. Дай лук от меня. Короче, они по 30 минут, по 30 секунд каждую волну добавляют. 6-я. Прощаем. Походу я его не простил. Жирненького простим, ничего страшного. Так много времени занимает. Но это, скорее всего, сведется потом к тому, то, что у тебя просто, наверное, время потом будет все меньше и меньше просто. Ну попробуем, попробуем. Чё нет-то? Так. Вот это будет долго крутиться. Тут прям на некоторых мобах время, да, вот. Мне сейчас ровно столько же время, что и на предыдущей волне. Эти жизни не добавляют, я смотрю. Их можно выбить, но... Так, пока он крутиться не начал, надо его замочить. Но они ударить не дают. Так, одним меньше. Кто там меня морозил? Где-то там он находится, я его не вижу. Луплю, но не вижу. 10 секунд выиграл. Окей. Прям челлендж какой-то, да? 9-я волна. Червячки. Блин, а вот тот, кто крутиться начал, это не очень. Я не успел его. Он на него агрится, а червя не видит. Давай, только не крутись. Да. Ну, вот прям... Я бы не сказал, что я много времени выиграл. Пока. Ну вот все, и мне его не достать. Он сейчас будет секунд, наверное, 20 крутиться. Тут неспроста именно этих мобов дает.
Потому что они самые такие долгие. Мне его не догнать. Я на нем прилично потратил время. 10 секунд минусом, короче говоря. Короче, на крутящихся музыках самое такое-то. Да, а здесь сейчас получается я немножко выиграл. Секунд 5 буквально, но тем не менее. Нет, побольше, чем 5 секунд. Секунд 20. Хотел покарать, но не получил. Выиграл 30 секунд. Но я думаю, волн 10 еще получится положить. Побольше мобов было бы, наверное, поприкольнее. А то они как-то быстро кончаются вообще. Я думаю, на 8 минут мы выйдем. Стараем. Так, наконец-то я качну. Твою капсу. Она теперь одинаковая будет. Примерно должна быть одинаково. Лупить вместе с крестом. Восемь с половиной минут. Мне просто интересно, до куда я дойду. По идее, потом кто-то должен поточнее попадаться. Надо же как-то у меня время замирать. И вот так вот добиваем. 10 секунд потратил. 17-то. Не угадал. Ну, таких придется очень много мобов покарать или простить, так что... Кстати, вот у меня
полна коробочка ярости. Но я довольно-таки долго могу орудовать. Три полоски — это хорошо. Прощаем. А, это время занимаем. Это занимает время. Что там, остался кто-то? Они за экраном прячутся. Не всегда можно их заметить. 9 минут заработал. Сейчас, секунду. Сейчас подойду. Продолжаем проходить волну. 20-я. О, вот с этим вот будет, наверное, уже потяжелее. Что, и все? Нет, они где-то там. Они где-то за экраном. Шустрые женщины. Да, секунд 10 выиграл. Покараем. Эх, долбанул меня. Так, ребят, что-то в это. Что-то вы меня окружили. Надо вот так. О. Прощаем. Как я не видел, чтобы у них над рогами загорался такой вот знак, то что он это для всех делает.
А, это вот кто ему щит делает. Такой микс, короче, они сделали, я понял. По-моему, по времени я ничего не выиграл. Да, хотя бы что-нибудь качнем. Без разницы. Хм. 20-я. Этих ребят в конце не достать, потому что они пляшут возле тебя. Есть еще кто? Да, кто-то есть. Если я не ошибаюсь, по-моему, побольше народу стало отдаваться. Чуть больше мобов. Опять пару секунд выиграл, но это фигня. Коса такое себе удовольствие. Они вот возле тебя бегают, как бы окружают, но особо не дают себя ударить. Зато по тебе попадает неплохо. Ну давай, последний. На крестоносцев много времени ушло. Снова минус 2 секунды. Ну, по логике вещей я, в принципе, так и буду хотя бы по чуть-чуть, но терять время. О-о-о-о. Ну, уже вполне. Они не дают его ударить. Он еще и портуется. Ну все, вам труба, ребят. Вообще без понятия, у кого я там бью, я не вижу. Целую, наверное, секунду выиграл. Ладно. 25-я. Крестами забьем. Найс. А вот на червя время много потратится. Ой, еще и крутящиеся пошли. Ну тут я, наверное, минуту потрачу на них, не меньше. Этого-то я достану. Вот червя. Тут еще и крутящийся. Давай, блин. Да. Я много на них время потратил. «15 секунд минуса». Ого. Молодцы, карандаши. Надо как-то время отбивать. Да, он немного сомневался для меня. Не, ну судя по продолжительности комбо, народу уже побольше у меня летит. Уже я смотрю, под 60 комбо бежит, набегает. Давай немного ему света раздадим. Все, сбили комбо мне. Кто атакует? Я же не вижу.
Время, по-моему, тоже. Да, короче, без креста тут уже тяжеловато будет. Я ключом просто не достану, потому что косой. Я так понимаю, олень где-то там, да? Нет. Секунду 3 где-то выиграл. Побольше уже народу бежит. Но лучше прямо такую. Так, ребят. Подрассосались немножко. По-моему, выиграл немножко секунд. Парочку буквально. Прощаю. Хотел его немного покарать. Но угадал-то мужик. Все. Кто-то еще есть. О, там жирный. Да, на него время побольше уйдет. Где-то опять минус 10 секунд. Вот так попробуем. Мы прям икры. А, я все магии использовал. А что тут стало? На тебе немного цвета тогда. С магией их чуть побыстрее получается разваливать. Так, тут взрывные еще ребята пошли. Да, до кого конца не дотягивать, будем так, крестом валить. По-моему, время тоже приблизительно, ну плюс-минус 2 секунды, что это даст. Так, это они окружают его. Так, рассосались не было. Ай, это было больно. О, пошла тяжелая артиллерия. А время-то идет у меня на катсцену. А нет, не идет. Я уж думал, без них дело как-то будет обходиться. Потом их тоже миксовать начну. Ну, на этих уже точно гадалки не ходи, время побольше уйдет. Я думаю, что волн 10 я поживу. Так, квадрат.
треугольник и круг. По идее, я должен его оседлать. Ну да, меня уже с ним не пустят на следующий бонус. Так, кто слонялся-то? О, трое. Так а что получается, они друг друга будут защищать? Нет? Ладно. Хорош. Но времени меньше уже, гораздо. Ля какой. Вот и дьяволы прикольные. Что они там, я не знаю. В общем, крылатые мужики. Красава. Не знаю, нравится мне, как они выглядят. Все. Даже время немного выиграл. Можно даже что-то качнуть. Да? Вот так. Вот это печаль. Нифига, их 5 штук. Сейчас, если они начнут все вместе крутиться, мне будет бегать нужно. Света немного, а этот последний крутится, да? Он как начал крутиться, по-моему, так и не останавливался. Да, много времени потратил. Интересно, а боссы будут вообще? Я смотрю пока только мобы, но они пока с мобами, пока миксеры устраивают. Можно ли будет одновременно двух боссов как-нибудь завалить? Было бы забавно. Вот так это магией немножко добьем. Эх, хотел его немного покарать. Побежали. Какая волна-то? 38-я. Портуется падла, вот его неудобно бить. Так, и вот этих двоих добиваем. Блин, он еще остался. Он еще живой. Опять секунд 20 примерно. Проигран. Надо ярость включать. Посмотрим, что будет сейчас. Да. Сейчас мы их яростью залутим. Да, их не... А, блин. Не туда я... Не туда прыгнул, и поэтому комбо прервал.
вот этих черных, пока они сами не вылезут, я же их не могу оттуда достать. Да, еще меньше времени. Нет, если бы я их тут периодически карал бы или прощал, то время бы просто очень быстро бы закончилось. Потому что вся вот эта анимация, она же за счет времени тоже идет. Время считается, пока ты делаешь анимацию. Так, ну хотя бы так. Что-то покупаем. Грехи отца. Увеличенное расстояние. Я понял. Да, грехи отца попробуем. Вот так вот. Просто я ими жонглирую. Ай, а все, у меня магия закончилась. Я понял. Подтянуться к нему, нет, не вариант. Печалька. Ну ладно. Да, их не вытащить оттуда вообще никак. В этом-то и проблема. Хлоп. Это был последний. Да ладно, не последний еще. О, вот этот мужик тоже крутой. Он даже умудрялся мне удары нанести. Сначала его надо от огня избавить. Потому что так, по-моему, ты ему урон не наносишь. Да, вот на нем я, короче, много времени точно потрачу. Во-во-во, мужчина. Прощай его. Да. 7 минут. Было 9. Почти 2 минуты. Увы, никуда. Не, ну хрен знает, они, может быть, и дадут отыграться еще. Ну да, с этими червями они-то точно дадут. Да давай ты уже отпускай меня. Пока меня там подсосет меня как следует. Отсмокчет. Да, их определенно больше. А черт так не влезет. А? Где он? Чтоб сомневался. Там я сидел и ждал. Чем-то мне этот Дюну напоминает. Ну, Дюна, битва за Аракис, там вся фигня. Скоро, кстати, фильм будет выходить. О, 6 минут даже. Эх.
Что, еще одна? Еще один червь? Я не знаю, как с ними бороться нормально. Потому что пока ты к ним не подбежишь, они с земли не вылезают. Да, 5 минут, 6:23. Они, пока ты к ним не подбежишь, они из земли не вылезают. Но они вылезают и начинают тебя сразу же грызть. Сейчас вот я здесь время тоже много потратил. Становится долго лупить. Как ни крути, у тебя все равно со временем время сойдет на нет. Тебя либо мобами завалят, либо просто время кончится. 6 минут. До этого что-то было, по-моему, 6:30, где-то так. Ой, 6. Ну, я думаю, где-то до 50 какой-нибудь волны я поживу. Примерно. Не увидел я женщину там. О, меня хоть отхилили. Ну, вроде я неплохо, мне здоровье прибавил. Прям вообще зачетно. Я еще даже 10 секунд выиграл. Так, этих сразу, по-любому. Только ты встанет. Короче говоря, в течение прохождения самая рулевая — это, конечно, крест. Самая рулевая атака. Только крестом ты можешь просто разваливать врагов вокруг себя и даже к ним не подходить. Только ты подходишь, они тебя окружают, бьют со спины. То есть рулевая атака у тебя не всегда. Вот о чем я и говорю. Но крест их отталкивает от тебя немного и просто бьет на расстоянии. Крестом. Самая тема — это крестом всех валить. Хотя только времени много потратил. 5 минут осталось всего, ну 5:30. Кстати, они мне еще и жизни начинают сносить. Что, делаем ставки, господа, да? На какой волны я смогу протянуть? Ну, отхилился и отхилился. На сколько времени мне хватит? Угу. 5:30. Насколько я предполагаю, где-то, ну, еще волн 10, наверное, я смогу прожить. Лучше вообще не приземляться, иначе просто в тебя сразу же несколько подать летит. Они сразу же раздают. Тут еще довольно-таки шустрые женщины бегают. Все. Давай еще что-нибудь возьмем в магазе. Давай вот так. Стойкость латина. Полоса здоровья увеличена в размере. Угу.
А если бы я качнул магию, то у меня, скорее всего, бы фиолетовая, ну, в смысле, светлую сторону качнул. У меня бы, скорее всего, фиолетовая полоса тоже выросла. Я просто все не мог понять, по мере прокачки чего у меня растет здоровье и магия. А тут вот оно что. Вот так вот. Воспринимаемость. В смысле он опять загорелся? Ты чё, мужик? Ты заканчивай гореть. 5:04, 5:30. Ну... Чё что ли? Вы покорили врата адской арены. Душ собрано 1000. Ну, собрано гораздо больше. Я, наверное, 1010 собрала, я думаю. Всего времени 0.32 бонусов. Общее бонусное время. Общие очки. Ладно, рекорд. 50 волн. Самая длинная комбо 67. Да, сохраняем. Ну, в общем, как-то так. Ну, а тут уже получается игра плюс. Просто ты начнешь с прокачанными навыками, можешь костюм выбрать. И плюс еще на самой сложной фигне можно себе поставить. Ну, вот как-то так. Ладно, давайте, ребят, будем заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи.